Приветствую вас всех, уважаемые садоводы и огородники моего канала. И снова мне прислала женщина видео. Как видите, у нее в полном разгаре идет вершинная гниль. Хотя у меня есть видео про вершинную гниль, как ее избежать, как делать профилактику, как бороться с вершинной гнилью. Но, несмотря на это, видно, не смотрят. Что такое вершинная гниль плодов? Вызвана недостатком кальция и проявляется в начале налива плодов. Наиболее значительное проявление этого физиологического заболевания наблюдается в условиях очень быстрого роста плодов, а позднее происходит при высокой температуре 30 и выше. Любые условия, ограничивающие поступление кальция, вызывают появление вершинной гнили. Это связано чаще всего не с дефицитом кальция, а с его плохим усвоением. Доступность кальция быстро снижается при сильных колебаниях влажности воздуха. Что я могу вам порекомендовать из подкормок кальцием, если ваши томаты уже заболели вершинной гнилью? Кальциевая селитра – это самый быстрый доступ кальция к томатам, 20 грамм на 10-литровое ведро воды. Проводим корневую подкормку, расход 4-10 литров на 1 квадратный метр. Но если уже болеют, то 10-литровое ведро на 1 квадратный метр. Потом можно опрыскивание провести по листу. Количество удобрений и воды одинаковые с корневой подкормкой. Много кальция содержится в доломитовой муке, но ее лучше использовать для профилактики. Осенью и весной при перекопке вносить согласно инструкции. Из народных средств можно воспользоваться древесной золой. Весной и осенью вносить в почву. В период вегетации можно делать зольный раствор. У меня есть такие видео на канале. Ну и еще главный момент – это полив. Я же много раз говорил и даже снял об этом видео. При этом, кроме самого полива, на вершину гниль влияет и поливаемая почва, точнее ее вид. Редкие и обильные поливы на суглинистых и глинистых почвах позволяют избежать проявления вершинной гнили. А на субпесчаных и песчаных почвах обязательно приведут к ее появлению, особенно в сухую жаркую погоду. На песчаных делаем поливы чаще, чем на суглинистых. И еще обратите внимание на редкие и на слово «обильные». Я на низкорослые томаты выливаю 5 литров воды. На высокорослые, к примеру, как Дебарао, 10 литров воды. То есть это и называется обильный полив. Используйте для удержания влаги в почве мульчирование при высоких температурах. Поливайте томаты вечером, сами представьте, полили вы днем или утром при жаре, больше половины испарилось. Сейчас продается сетка теневая. Пожалуйста, можно притенить томаты в жару. Любые есть размеры. Пожалуйста, выбирайте, прикрывайте свои помидоры от солнца. В общем, запомните, если у вас уже есть вершинная гниль, используйте кальциевую селитру. Если нету, для профилактики обязательно пролейте свои томаты древесной золой. И обязательно проводим редкие и обильные поливы томатов. Делаю ударение на этих двух словах – редкие и обильные. Желаю вам всем больших хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.